Всем привет! Сегодня мы готовим потрясающий, невероятно нежный и по-настоящему летний десерт – клубничный тирамису. Если вы любите классический кофейный вариант, то и этот ягодный вариант точно не оставит вас равнодушным. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. А сейчас давайте готовить! И начнем мы с основы нашего десерта – домашнего печенья савоярди. Для этого нам понадобится 4 яйца, у меня категории S0, которые необходимо разбить в глубокую, сухую и обезжиренную миску. Сюда же добавляем щепотку соли и начинаем взбивать яйца солью миксером. Наша первая задача – получить легкую воздушную пену, похожую на пивную. После того, как такая пена появилась, берем 105-110 граммов сахара и, не прекращая взбивания, начинаем вводить его в яичную массу. Всыпаем сахар постепенно, в несколько этапов. Взбивать нужно до тех пор, пока яичная масса заметно не побелеет и не увеличится в размерах, превращаясь в достаточно плотную пену. Теперь добавляем в яичную массу 1 чайную ложку лимонного или лаймового сока или четверть чайной ложки лимонной кислоты. И взбиваем яичную массу еще буквально 2-3 минуты. В итоге должна получиться очень пышная, плотная масса, которая при стекании с венчика должна оставлять на поверхности заметные следы, которые будут четко держаться в течение нескольких секунд. После этого берем сито и просеиваем к яйцам 80 граммов муки и 40 граммов крахмала, у меня кукурузный. Крахмал сделает наше печенье более нежным и хрупким. Теперь берем лопатку или венчик и аккуратными плавными движениями снизу вверх перемешиваем яичную массу с сухими ингредиентами, стараясь сохранить всю воздушность теста. Перекладываем готовое тесто в кондитерский мешок. А затем отсаживаем аккуратные заготовки печенья в небольшие прямоугольные формочки. Это, конечно, не классическая форма для этого печенья, но здесь это и не важно. Если формочек нет, можно просто отсадить полосочки на пергамент, но в таком случае муки нужно добавлять больше, чтобы тесто получилось более плотным. Ну и, конечно же, можно просто купить в магазине готовое печенье савоярди. Сверху заготовки печенья можно и даже нужно щедро присыпать сахарной пудрой. Именно она создаст ту самую фирменную корочку. Отправляем форму с заготовками печенья в предварительно разогретую до 180-200 градусов духовку и выпекаем савоярди на протяжении 6-8 минут, пока оно не подрумянится. По всем правилам готовое савоярди нужно оставить при комнатной температуре на 1-2 суток, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка и оно правильно впитывало пропитку. Но если печенье вам нужно, как и мне здесь и сразу, то ловите отличный лайфхак. Получившееся печенье раскладываем на противни и отправляем обратно в духовку. Там мы его подсушим при температуре 150 градусов в течение 5-10 минут, обязательно включив режим конвекции. По желанию, перед этой сушкой печенье можно еще раз обсыпать сахарной пудрой. В итоге мы получаем вот такое подсушенное печенье с прекрасной хрустящей корочкой. А теперь займемся кремом. Для этого ставим на огонь кастрюлю с водой. Нам понадобится паровая баня. А пока вода закипает, берем 2 яйца, у меня категории S0, и разбиваем их в глубокую жаропрочную миску. Когда вода закипела, устанавливаем миску с яйцами сверху на кастрюлю с кипящей водой. Учтите, что дно миски не должно касаться воды. При постоянном и очень активном помешивании венчиком прогреваем яйца на паровой бане до 60-63 градусов. Этот процесс называется пастеризация. Обратите внимание на очень важный момент. Максимальный уровень нагрева яиц 63-64 градуса. Как только температура поднимется до 65, яйца начнут сворачиваться и получится омлет, так что будьте предельно внимательны. Если не уверены, что сможете выдержать нужный температурный режим, то либо используйте яйца проверенного продавца, которые не нужно будет пастеризовать, либо купите в магазине уже пастеризованные яйца. Как только яйца пастеризовались, снимаем их с паровой бани и начинаем взбивать миксером до образования небольшой пены. Затем берем 150-170 граммов сахара и, не прекращая взбивания, в несколько этапов вводим его в яичную массу.
и взбиваем массу до тех пор, пока она не побелеет и не увеличится в объеме. После этого добавляем пол чайной ложки лимонного или лаймового сока и взбиваем миксером еще 2-3 минуты. Теперь нам понадобится 450-500 граммов сливочного сыра, в идеале маскарпоне. Вместо маскарпоне можно использовать отвешенную сметану. Я, например, в нескольких слоях марли отвесила 700 граммов 20% сметаны и в итоге получила 470 граммов сливочного сыра. Небольшими порциями начинаем добавлять сливочный сыр в яичную массу, каждый раз тщательно перемешивая крем миксером до полной однородности. По желанию в крем можно добавить немного ванили в любом ее проявлении, будь то ванильный сахар или семена ванили. В результате у вас должен получиться вот такой нежный, шелковистый, густой и гладкий крем, который, кстати, в охлажденном виде можно подавать в качестве самостоятельного десерта. Теперь подготовим клубнику. Нам понадобится примерно 400-500 граммов свежих ягод. Клубнику нужно тщательно промыть и удалить хвостики. Перекладываем ягоды в чашу блендера и измельчаем до состояния абсолютно однородного жидкого пюре. По желанию в это клубничное пюре можно добавить 1-2 столовые ложки ароматного алкоголя, вроде рома или ликера. Это придаст десерту благородную нотку. Наступает самый приятный этап – сборка нашего клубничного тирамису. Я использую форму размером 28 на 19 см и высотой 5 см. Кстати, если вам показалось, что мое печенье сгорело, то это не так. Как вы можете видеть, внутри оно осталось нежным и воздушным. Если сушить савоярди как положено, то оно и сверху останется лишь слегка золотистым. Берем наше подсушенное печенье савоярди, по одному быстро обмакиваем его в клубничное пюре, стараясь, чтобы оно было густо покрыто клубникой со всех сторон, и плотно выкладываем на дно формы, формируя нижний бисквитный слой. Долго в пюре не держите, чтобы печенье не размокло раньше времени. Сверху на печенье выкладываем примерно половину нашего крема и аккуратно распределяем его по всей поверхности более или менее равномерным слоем. Чтобы десерт получился еще более сочным и освежающим, поверх крема можно выложить еще граммов 200-300 свежей клубники, предварительно нарезанной небольшим кубиком. Затем выкладываем второй слой печенья, который мы точно так же предварительно обмакиваем в клубничное пюре. И закрываем десерт оставшейся второй половиной крема. Тщательно разравниваем поверхность лопаткой, чтобы все выглядело красиво и аккуратно. Наш тирамису практически готов. Затягиваем форму пищевой пленкой и убираем в холодильник как минимум на 3-4 часа, а лучше на всю ночь. За это время печенье полностью пропитается клубничным соком, а крем стабилизируется и станет более плотным. Перед подачей украшаем клубничный тирамису по своему усмотрению. Я для этого использую ягоды клубники, предварительно обработанные кондитерским гелем, и несколько листиков свежей мяты, которые не только сделают этот десерт эстетически привлекательным, но и добавят еще больше летней свежести. По желанию сверху можно слегка припылить десерт сахарной пудрой, но буквально чуть-чуть, чтобы только подчеркнуть текстуру ягод. Ну а теперь самый долгожданный момент всей нашей сегодняшней готовки. Давайте разрежем этот шедевр и посмотрим, какой же он получился внутри. Отрезаем первый кусочек, и вы только посмотрите на этот разрез. Печенье савоярди полностью пропиталось жидким клубничным пюре, оно стало мягким, сочным, но при этом не превратилось в кашу, а сохранило свою форму. Слои крема получились идеальной толщины, а кусочки свежей клубники внутри добавляют десерту потрясающую текстуру и благородную кислинку. На мой взгляд, это идеальная альтернатива классическому кофейному тирамису для жарких дней, когда хочется чего-то легкого, освежающего и по-настоящему ягодного. Десерт буквально тает во рту, а крем получился шелковистым и невероятно вкусным. Обязательно попробуйте приготовить этот клубничный тирамису дома и порадуйте себя и своих близких необычным десертом. Готовится он несложно, а результат превосходит все ожидания. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!